Всем привет! Вы на канале Заброшенная Прибалтика. Каждый заброшенный дом скрывает в себе историю прежних жителей. Предметы быта, фотографии и письма могут многое рассказать про их жизнь. В этот раз я нашел документы целой семьи, а поход на соседнее кладбище рассказал мне их грустную историю. Приятного просмотра! И здесь практически вся история семьи Рыбаковых. Посмотрите, какой большой муравейник. А этот еще больше. Он метр высотой. Где-то тут должен быть заброшенный хутор. А вот и он. Не похоже, чтобы тут кто-то жил. Гараж. Интересно. Замок. И подкова на удачу. Одежда и небольшие санки. Что-то мне на них везет в последнее время. Тут кто-то спал. Туалет. Ну-ка. Газеты. 2013-го. Собачий домик врос в землю. Сарай. Тележка. А тут, похоже, жили животные. Упряжка, что ли? А вот и банька. Эх, я бы попарился. Очень люблю этот запах. Банька по-черному. Веники висят. Дрова тоже есть. Яблоневый сад. Какая старая яблоня. Хорошо здесь на природе. Тихо, спокойно. Закрыто.
Есть кто? Эх, мародеры, мародеры. И сюда вы добрались. Ух ты! Какие часы. Но они пластмассовые. Янтарь. Интересная вещь. Фотография. Не так уж и много лет, судя по фотке. Трюмо. Холодильнику уже очень плохо. Одежда. Рукомойник. Посуда, кстати. Рижская. Только почему-то без рисунка. Это уже знакомый сервиз. Печку разобрали. Сколько плакатов. Оригинальная спальня. Это же швейная машинка. В полном сборе Зингер. Ну-ка. Посмотрим. Она там есть. Красавица. Попробую ее достать. Вот она. Оригинальная. От времени она уже заржавела. И, похоже, уже не работает, как должна. Это вещь, конечно. Следующая комната. Какой ковер. Медали. Ваня. Люба и Ваня. Может быть, на годовщину свадьбы? 84-й год. На латышском. Веселые свадебные музыканты. Кукла. Эх, грустно все-таки видеть такие умирающие дома. Два утюга. (83-го года). Цена 12 рублей. А этот? 86-го года. Цена 8 рублей. Этот чуть поновее. Жаль, не пришел я сюда
лет 5 назад. Ух ты! Машины, девушки и сигареты. Определенно, тут жило молодое поколение. Опа! Похоже на фотоальбомы. Лето 81-го года. Этим фотографиям больше 40 лет. С ума сойти. Что это за люди? Кто-то из них определенно жил здесь. Свадьба. Вот, в 82-м году. Наша дружба не осталась вечной. Военный, по-моему. Сергей. Жалко, что родственники вот так оставляют фотографии, потому что это же ведь память. Люда, 15 лет. Еще свадьба. Володя Рогозин. Поминальная фотография. Скончался в 83-м. Причем он скончался в возрасте 16 лет. Что же с ним случилось? Выпуск 83-го года в Резекне. Это, наверное, местная школа. Очень интересный альбом. Славик, 10 месяцев. А сейчас ему уже за 40. Интересно, как сложилась его жизнь? Выпускной вечер. Наш класс. На работе в теплицах. Быт тех лет. Самое интересное, что можно найти в подобных домах. Ладно. Вот и настало время призыва в ряды вооруженных сил СССР. Конечно же, расставаться с родными и друзьями немного грустно. И все же надо испытать себя, самоутвердиться. А где, как не на военной службе, лучше всего это сделать? Рома. Кабель 97-го года. Шестерки, семерки. Это по 10-бальной. Поведение хорошее. Кстати, если они поженились в 83-м и прожили здесь до 2013-го, получается, они прожили здесь 30 лет. Если поженились они, например, в 30, то уехали отсюда, когда им было 60. Паспорт. Он уже проколотый и негодный. Алена Рыбакова, 89-го года рождения. Это, вероятно, их дочка.
А вот и календарь за 2013. Ладно, пойду дальше. Тут рядом есть кладбище. Оно не заброшенное, но интересно посмотреть, кто там похоронен. А вот и местное кладбище. Есть и совсем старые могилы. Лазарь 1883 года рождения, а умер в 76-м. Вот это да. И его супруга. Попробую поискать могилы хозяев дома, в котором я только что был. Вот совсем свежее захоронение. Тут всего около сотни могил. Радует то, что люди помнят, приезжают, приносят цветы. Тут тоже видно древнее захоронение. В общем, я не нашел могилки Ивана и Люды, или Любы, уже не помню. Я думаю, возможно, они еще и живы. По моим подсчетам, им сейчас около 70 лет. Но тогда странно, почему они уехали отсюда. Зато я нашел вот эту могилку. Рыбаков Олег, 84-го года рождения, а умер в 2008-м. Всего 24 года прожил. Это мог быть их сын, либо же это просто однофамилец. В общем, после кладбища я вернулся в этот дом и решил попробовать разобраться с историей этой семьи. И на одной из полочек я нашел коробку, полную документов. Я уже их вынул, разложил на столе, и здесь практически вся история семьи Рыбаковых. На этой фотографии мужчина Иван Рыбаков и его супруга Людмила Рыбакова. Поженились они в 1984 году. Даже есть свидетельство о заключении брака. И вот это вот медаль по случаю их свадьбы. Иван родился в 1964 году. Его мать звали Феодосию, а отца Феодот. Интересные имена. Вот это свидетельство о смерти родителей Ивана. Отец Феодот умер в 2002 году. И мать Феодосия умерла в 2007. Кстати, ее могилку я видел
возле могилы Олега Рыбакова. Это сын вот этой пары. Иван был военным. Фото в форме. Свидетельство. Орден Ленина. Трудовая книжка. Тоже его. Посмотрим, кем он работал. А, это все. Не могу разобрать. А, вот он работал на бульдозере. И военный билет. Вот он в молодости. Тут он уже постарше. Обалдеть, вот так можно отследить всю историю жизни. Ну, а скончался он в 2010 году. Теперь про супругу Людмилу Рыбакову. Здесь ее документы. Родилась она в 66 году. То есть она на 2 года младше Ивана была. Вот ее комсомольский билет. Членские взносы. А вот это рецепт на лекарство 2013 года, выданный Людмиле. Из него я и узнал ее дату рождения. То есть в 2013 она еще была жива. И, возможно, она просто отсюда уехала. Решила не жить в этом доме одна, без мужа. Ей сейчас 58 год идет. Надеюсь, с ней все хорошо и она жива. А теперь про их детей. У них был сын Олег и дочка Алена. Сын Олег, тот самый, чью могилу я видел на кладбище. Кстати, вот это его школьные табеля. Вот он учился в 98 году в 7 классе. Здесь много этих табелей. Просто я взял лишь 2. Свидетельство о его рождении. Родился он в 84 году. То есть практически сразу после свадьбы Ивана и Людмилы. А это свидетельство о его смерти. В 2008 году он скончался в возрасте всего 24 лет. Здесь не написана причина смерти. Может быть, это был просто несчастный случай. А это их дочь Алена. Родилась она уже в 89-м. Вот ее табеля за 1 класс и за 3 класс. 3, 4. Это, наверное, по 5-бальной системе еще. 90
седьмой учебный год. Интересно, вот тогда была 5-бальная или 10? И ее табель за 3 класс. Но здесь оценок нету. Точнее, они есть, но они не цифрами, а словами. Хорошо, удовлетворительно и так далее. А вот ее прививочный паспорт. Обрывается в 2000 году. В общем, ей сейчас 34 года получается, и надеюсь, с ней тоже все хорошо. А вот еще завещание, датированное 89 годом. Как раньше выглядело завещание. И расписка. Я даю расписку в том, что получил от своего племянника Рыбакова Ивана деньги в сумме 200 латов за половину дома, принадлежащую мне по наследству. То есть, когда умер Иван Рыбаков, его родственник получил в наследство половину этого дома и продал свою долю за 200 латов. Тогда это были большие деньги. А это, скорее всего, была комната того самого Олега. А это, наверное, была комната Алены. Может быть, она даже умела шить на этой машинке. Что ж, вот такой дом я сегодня нашел, как оказалось, с весьма интересной историей. По документам удалось отследить практически всю жизнь его бывших хозяев. Спасибо, что смотрите, дорогие зрители. Всем удачи и до новых встреч!